Модрич больше не нужен Реалу. Челси ищет голкипера. Ювентус ищет себе полузащитника. Второй Беллингем в Мадриде. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. В мадридском Реале решили, что не будут предлагать новый контракт Луке Модричу. По информации Спорт, в мадридском клубе считают уход футболиста неизбежным. А сам Модрич тоже понимает, что ему пора уходить из этой команды. Отмечается, что Реал уже намечает планы на следующий сезон, и 38-летний полузащитник в них не входит. Ранее появлялась информация о том, что Модрич хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Хорват выступает за Реал с 2012 года. Руководство и тренерский штаб Челси всерьез рассматривает возможность подписания вратаря Арсенала Аарона Рамсдейла на замену травмированному голкиперу синих Роберто Санчесу. Об этом сообщает Talksport. По информации источника, Рамсдейл является одним из главных кандидатов на роль первого номера в Челси, в связи с желанием главного тренера лондонцев Маурисио Почеттино, чтобы вратарем команды был футболист, обладающий опытом игры в английской премьер-лиге. При этом подчеркивается, что Арсенал, вероятнее всего, не отпустит своего голкипера в другой клуб нынешней зимой. Туринский Ювентус продолжает работать над подписанием нового полузащитника. Как сообщает Ромео Агрести, в клубе пока не определили единую трансферную цель, но представители старой сеньоры ведут переговоры с окружением Георгия Судакова из Шахтера и Родриго де Пауля из Атлетико. Также Бьянконери интересуются полузащитником Аталанты Тёном Капмейнерсом. Об интересе туринского клуба к 25-летнему игроку стало известно еще в феврале этого года. Летом Аталанта выставила на него цену в размере 50 миллионов евро, но в январе она может снизиться до 40-45 миллионов евро. По информации Тутто Юве, Ювентус готов заплатить за Судакова 25 миллионов евро. Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти уже скоро может продлить контракт с клубом. На данный момент итальянский специалист значительно ближе к подписанию нового договора, чем к уходу, докладывает Марка. Анчелотти даже не думает о работе в каком-либо другом месте, а в Реале не помышляют о назначении нового тренера по окончании сезона. В ближайшие дни Флорентино Перес проведет встречу с Карло для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества. Действующий контракт тренера с Реалом рассчитан до июня 2024-го. Ранее в прессе была информация о том, что со следующего лета итальянец возглавит сборную Бразилии. Нападающий Аль-Ахли Роберто Фирмино может быть отдан в аренду другим клубам из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает британский журналист Бен Джейкобс в Твиттере. По информации источника, основными претендентами на подписание футболиста в январе являются Аль-Шабаб и Аль-Итифак. Фирмино перешел в Аль-Ахли из Ливерпуля минувшим летом. За этот период бразильский футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 26-го. Мадридский Реал нацелился на полузащитника Сандерленда Джоба Беллингема, который является родным братом Джуда. Игрок впечатлил руководство королевского клуба своими выступлениями после летнего перехода в Сандерленд. 18-летний Джоб в этом сезоне отметился 4 голами и ассистом во 2-м дивизионе Англии. Ранее футболиста также связывали с трансфером в лондонский Тоттенхэм. В понедельник Челси примет решение о целесообразности операции своего капитана Риса Джеймса. В прошлый уикенд, когда Челси потерпел поражение в гостях у Эвертона, Джеймс получил травму задней поверхности бедра. В последние сезоны Рису удавалось избегать операций после аналогичных проблем.
Однако теперь у англичанина, возможно, не останется выбора. Вот что сказал Маурисио Почеттино. В понедельник нам нужно будет посмотреть, как это будет, какова ситуация. А затем мы постараемся найти другой подход и найти альтернативные варианты решения проблемы. Прокуратура Ниццы требует дисквалифицировать бывшего главного тренера ПСЖ Кристофа Галтье на 3 года по делу о предполагаемых расистских высказываниях, сообщает Le Parisien. Также обвинение настаивает приговорить Галтье к 12 месяцев лишения свободы условно и обязать специалиста выплатить штраф в размере 45 тысяч евро. Сторона защиты настаивает на том, что Галтье оклеветали. В октябре Кристоф занял должность главного тренера катарского Аль-Духаиля. Президент мадридского Реала Флорентино Перес на текущий момент находится в стадии переговорного процесса примерно с 50-60 клубами, в ходе которого обсуждается идея о создании Суперлиги, предполагающей наличие 3 дивизионов. Матчи новой версии Европейской Суперлиги будут проводиться в дни игр Лиги Чемпионов, а также Лиги Европы и Лиги Конференций. Подчеркивается, что важным моментом для создания нового футбольного турнира в Европе является решение Суда Европейского Союза о деле по антимонопольному иску против УЕФА и ФИФА. Если суд признает незаконность монополии указанных организаций на футбольные соревнования, то клубы будут обладать возможностью выбора, выступление в каком из турниров является для них более предпочтительным. Само судебное заседание по этому делу состоится 21 декабря текущего года. Также, по сообщению Mundo Deportivo, Реал и Барселона получат выплату по 1 миллиарду евро в случае, если они станут участниками этого турнира. Суперлига способна заплатить клубам эту сумму, поскольку ее общий бюджет составляет 15 миллиардов евро. Барселоне и Реалу будет выплачено по 1 миллиарду евро, поскольку руководство этих клубов сохраняло лояльность идеи создания нового турнира в Европе с момента появления самой первой его концепции. Также подчеркивается, что данная выплата поможет каталонскому клубу решить все его экономические проблемы. В Барселоне рассматривают вариант с летней продажей Роберта Левандовского, для того, чтобы высвободить дополнительные средства, с помощью которых синегранатовые смогли бы подписать несколько других футболистов. Главной целью каталонского клуба на лето является полузащитник Ньюкасла Бруно Гимараиш, который также крайне заинтересован в переходе в Барселону.